нас батю с голенем, совсем усоп, он разложится на плесени, налипа. Сегодня мы лезем не просто в панк, мы лезем в сибирский панк. Егор Летов — это человек, который шел против всех. Против власти, против сцены, против коллег, против нормальной дикции и против самого понятия «хороший звук». Гражданская оборона — это отдельная страница в истории русского панка. Отдельный язык, на котором Летов разговаривал с целым поколением. Иногда криком, иногда шепотом, но чаще всего на грани. Егор Летов — человек, который не подстраивался ни под систему, ни под моду, ни под саму рок-сцену. Его песни не стремились нравиться, они стремились быть правдой. Такой, как он ее чувствовал. В этом видео мы затронем 10 замечательных фактов о гражданской обороне и конкретно самом Летове. Настоящие фанаты вспомнят их еще раз, а интересующиеся, возможно, смогут узнать для себя что-то новое. Это вещи, которые обычно не попадают в официальные биографии, но отлично передают суть происходившего вокруг этой группы и самого человека. Где-то абсурд, где-то вызов, а где-то странная, но честная логика. Без романтизации, без культового ореола. Просто как было, ну или могло быть. Здорово, Монокаст здесь, и перед тем, как мы начнем, шлепай лайк, щелкай подписку, чтобы не пропустить новые видео о рок-легендах. Ну что, вперед! Номер 1. Егор Летов на самом деле не Егор Летов. Вот это поворот, псевдонимы не только в попсе. Настоящее имя Егора Летова не Егор. При рождении он был самым обычным Игорем. Но, по собственному признанию, это имя показалось ему слишком скучным для панка. Ну не будешь же ты менять музыкальную индустрию, будучи Игорем из Омска. Поэтому в духе настоящего бунта вместе с барабанщиком Костей Рябиновым, будущим Кузьмой УО, они придумали себе такие псевдонимы, чтобы и чиновникам в глаза было стыдно сказать, и чтобы из рупора панка звучало убедительней. Так родились Егор Дохлый и Кузьма УО, что означало умственно отсталый. Они даже собирались официально сменить имена и фамилии на эти прозвища. Не ради хайпа, не ради прикола, а потому что панк был для них не сценическим образом, а полной перезагрузкой себя. С годами прижились только имена – Егор и Кузьма. Но Летов не ограничился одним прозвищем. У него был целый набор. Джа – в отсылке то ли к ямайским вибрациям, то ли просто ради абсурда. Килгорд Траут, отсылающий к герою Воннегута, провинциальному писателю Фрику из фантастических романов. И даже майор Мешков. Это псевдоним по имени реального омского КГБшника, который вставлял Летову палки в колеса. Последнему он даже посвятил песню «Лед под ногами майора». Потому что, если уж кто-то и должен был попасть в бессмертие русского рока, так это тот, кто мешал тебе его делать. Ирония в том, что чем дальше от настоящего имени Летов уходил, тем точнее попадал в свою суть. Ни один из этих псевдонимов не был случайным. Они были как маски, под которыми он мог говорить все, что думал, и все, что общество хотело слышать. Так что да, Егор Летов родился из Игоря, но стал собой именно тогда, когда отказался быть Игорем. Номер 2. Человек и памятник. Летову сделали памятник, но он нигде не установлен. В 2020 году скульптор Михаил Баскаков решил сделать то, чего сам Летов, вероятно, никогда бы не одобрил. Это создать ему памятник. И вот тут началось веселье. Скульптура получилась, своеобразной. Кто-то говорил, что это точно Летов, особенно если смотреть сбоку, в темноте, из похмела. Кто-то говорил, что это вообще не Летов, а грустный персонаж какого-то советского артхауса. И, конечно же, сразу начались споры, надо ли вообще ставить памятник человеку, который всю жизнь боролся с любой формой помпезности, культом личности и прочими бронзовыми жестами. Баскаков отвечал просто: это не памятник, это творческое видение. Мол, не ждите скульптурного портрета в стиле «вот он в кожанке с гитарой и взглядом в бесконечность».
Это больше образ, настроение, можно сказать, панк в бронзе. Место для установки он не подбирал, но предложения вроде бы были, хотя, судя по всему, не слишком настойчивые. Скульптура до сих пор пылится где-то в творческой мастерской и ждет своего часа. Ну или хотя бы вменяемого куратора. Интересно, что в конце 2023 года экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев внезапно сказал, что неплохо бы было такую статую поставить в Омске. Но, мол, вопрос тонкий, решать его надо сообща. Видимо, посоветовавшись с народом, администрацией и, возможно, духом самого Летова. Хотя, если представить, как сам Егор реагировал бы на новость о своем памятнике у входа в местную администрацию, становится страшно за ближайшие витрины. В общем, памятник как бы есть, но его как бы нет. В принципе, как и многое у гражданской обороны. Вроде есть голос, но только он хрипит. Вроде есть группа, но она каждый день разная. Вроде есть признание, но его стыдно принимать. И, возможно, именно поэтому этот памятник до сих пор никуда не поставлен. Потому что в случае с Летовым бронза просто не справится. Номер 3. Как Летов с Цоем махался. Практически поп-ММА. Ну или рок-ММА. История о том, как Егор Летов и Виктор Цой подрались, звучит как какой-то фанфик, который мог бы написать сильно обдолбанный человек. Но, тем не менее, одно время история об этом сильно расходилась из уст в уста, а позже и в этих ваших интернетах. Но, как и все, что связано с отечественным роком 80-х, здесь есть и дым, и огонь, и пара очень уверенных очевидцев, которые все слышали от троюродного брата-соседа. Факт остается фактом. Егор Летов и Виктор Цой действительно были знакомы. Егор в интервью сдержанно уважал ранний период кино, особенно алюминиевые огурцы. Ну, видимо, оценил уровень психоделики. А вот поздний материал вызывал у него уже больше вопросов, чем эмоций. Но главное — это байка. По одной версии, где-то на рок-фестивале, возможно в Питере, между Летовым и Цоем случился конфликт, который перерос в драку. Якобы победу одержал Цой. Но в Сибири эту версию отрицают решительно и страстно, утверждая, что Летов хорошо поставленным ударом вышиб из Цоя весь ленинградский декаденс. То ли сцена качнулась, то ли кто-то кого-то не так назвал, но факт — драка была, как говорят. Или могла быть, или могла не быть, но все делают вид, что она была. Правда в том, что, скорее всего, это просто одна из городских легенд. Знаете, как это бывает? Один сказал, другой добавил «да я там был», третий уже продает магнитики с надписью «Летов победил Цоя». Удобно, ярко, мифологично. И, честно говоря, в этой байке оба выиграли. Цой, потому что стал символом эпохи, а Летов, потому что даже в выдуманной драке остался тем, кто не прогнулся. Ну и мы, потому что у нас теперь есть отличный повод переслушать Люба или «Все идет по плану» и представить себе фестиваль, где два титана русского рока действительно сцепились, пусть хотя бы взглядами. Номер 4. В семье, в общем, не без музыканта. Егор Летов — это, казалось бы, воплощение антимузыкальной революции. Панк, шум, истерика, надрыв, протест, шипение пленки и ощущение, что музыку записывали в лесу на диктофон. Но, на удивление, далеко не все знают, что в его семье был еще один музыкант, и совсем другой, настоящий музыкант. Старший брат Сергей Летов — это джазовый саксофонист и флейтист. Человек, который вместо того, чтобы громить систему через кассетный панк, предпочитал импровизировать на духовых с закрытыми глазами и в странных тактовых размерах. В общем, один брат играл как будто спасает мир от скуки, а второй как будто пытается его окончательно разрушить.
Несмотря на такую музыкальную разницу, Летовы довольно часто играли вместе. Иногда это было похоже на дуэль, саксофон плавно вырисовывал что-то воздушное, а гитара и крик Егора тут же его разрушали. Но в этом и был весь кайф. Один варился в панке и психоделике, другой в джазе и авангарде. И когда они пересекались, получалась музыка, которую ни один здравомыслящий звукорежиссер бы не записал. Но она существовала, и она, естественно, жила. У них были совместные альбомы, редкие записи и странные живые выступления. Иногда это походило на музыкальную терапию, иногда на звуковое побоище, но именно в этих стыках появлялась одна простая вещь. Летов никогда не был одиночкой, каким его представляют. Он был частью куда более широкой музыкальной экосистемы. Его брат не просто стоял где-то в стороне, он был рядом, он был внутри процесса, просто с другой стороны баррикад. И, возможно, именно поэтому у гражданской обороны всегда была не только злость, но и странная лирическая глубина. Ощущение, что за всем этим криком не просто протест, а поиск смысла в мире, где его давно уже никто не ищет и давно никто не ждет. Номер 5. А сейчас у нас стихи. Наш Егор почти режиссер. Стали бы смотреть его фильмы? Признавайтесь. Помимо того, что Егор Летов был поэтом, панком, философом и летописцем отечественного абсурда, он еще чуть было не стал режиссером. Да-да, режиссером. В середине 90-х у него была вполне серьезная, по-летовски серьезная идея снять фильм. И не какой-нибудь там антисоветский артхаус, а экранизацию игры в классики Хулио Кортасара. Человека, который писал так, как будто сам Летов нашел его дневники в школьной библиотеке и сказал: «Вот это нормально, вот это покатит». Егор не просто так хотел что-то поснимать, у него был конкретный замысел. Кино должно быть черно-белым, с философским нервом, нелинейным сюжетом и желательно в соавторстве с Кирой Муратовой. То есть, по сути, речь шла о проекте, в котором уровень неясности и внутреннего надрыва зашкаливал бы настолько, что после просмотра зрители бы не аплодировали, а просто вставали и шли в ночь молча, переосмыслять жизнь или как минимум свои отношения с творчеством Кортасара. В одном из интервью Летов прямо сказал: «Я знаю, как это сделать». И в этот момент ты веришь ему. Потому что если кто и мог снять черно-белую экранизацию латиноамериканского модернизма в омской коммуналке, то это только он. Но кино так и не случилось, к сожалению, не случилось. Возможно, Летов понял, что его песни уже и есть те самые фильмы. Без бюджета, без кат-сцен и монтажных склеек, но с той же степенью сюрреализма, боли и внутренней свободы. Так что игра в классике осталась неснятым шедевром. А мы в каком-то смысле так и остались в этом фильме где-то между главой 32 и песней про дурачка, где вместо титров гитарные звуки и голос, который говорит уже сам по себе больше, чем вся режиссура вместе взятая. Номер 6. Красно-синий самый сильный. Летов был фанатом ЦСКА. И не только. Егор Летов — это человек, который казался настолько погруженным в поэзию, протест и философскую апатию, что трудно было представить его интересующимся чем-то приземленным. Типа футбола. Толпа, крики, мяч, форма. Вроде бы совсем не про него, да? И тем не менее, Летов был фанатом ЦСКА. Еще потом чуть-чуть Челси. Но в основном, да, те самые армейцы. Красно-синие, конь-пальто, ипподром, все дела. В его комнате среди кассет, книг, антисоветских манифестов и закопченных пепельниц можно было найти плакаты с футбольными командами, как советскими, так и зарубежными. ЦСКА, по его словам, был для него не просто клубом, а чем-то вроде личной команды сопротивления. Типа, да, у меня анархия в голове, но за ЦСКА я всей душой. Сам Егор спортом не особо занимался.
Ну, разве что бегал от милиции и КГБ, но это уже ближе к экстремальному кроссфиту. Однако в футболе он находил, как ни странно, что-то вдохновляющее. Возможно, ему импонировала идея единства, эмоций и того, как вся страна может орать одно и то же на трибуне, но при этом каждый по-своему. А может, просто нравился логотип или цветовая гамма, черт ее знает, с Летовым никогда не угадаешь. Но факт остается фактом. Среди всех этих шумовых импровизаций, текстов о бессмысленности бытия и заклинаний эпохи, на стене Летова висел плакат любимой команды. И, возможно, в этом какая-то глубокая сибирская ирония. Когда весь мир рушится, ты хотя бы знаешь, кому и сколько забил твой любимый клуб в прошлом туре российской премьер-лиги. Номер 7. Летов против всех. Настоящий нахрен рыцарь. Если вы думаете, что Егор был человеком, который шел против системы, то в принципе вы правы. Но это только с одной стороны, так как с другой не совсем правда. Летов был человеком, который шел вообще против всех. Если в одном окопе с ним случайно оказывался кто-то из рок-сцены, будьте уверены, Летов первым повернет штык в его сторону. Он не стеснялся называть вещи своими, правильными, по его мнению, именами. А имена были очень знакомыми. Цой, Шевчук, Гребенщиков, Кинчев, Каспарян, Сплин, Ария, Агата Кристи. В общем, список артистов, которых в 90-е годы любила вся страна. Вся, кроме Егора. Он обвинял их в паразитировании на западной музыке, в отсутствии самобытности, в том числе, что они берут от The Cure и Iron Maiden, а потом выдают это как революцию в русской культуре. А Летов все это слышал и все это записывал. Но ирония в том, что при всей своей категоричности он не был чересчур злобным. Например, о Цое Летов отзывался довольно сдержанно, даже с теплотой. Говорил, что любил алюминиевые огурцы, как мы уже рассказывали вам сегодня. И любил треки по типу «Я посадил дерево». Такие, еще полубредовые, искренние песни до того, как все ушло в глянцевый культ. Однако последние альбомы кино он уже воспринимал как московский попс, а саму смерть Цоя как гибель не столько человека, сколько символа. Цитируем. Когда я узнал о гибели Цоя, у меня с одной стороны какие-то грустные были, конечно, мысли. Причем грустные по поводу старых дел, старых песен, которые, в общем-то, уже давно закончились. А с другой стороны, неожиданно циничное отношение ко всему этому. То есть это умер как бы некий символ такого попса московского и ленинградского. Циничненько? Очень. По-летовски? Абсолютно. Так уж вышло, что Летов был в вечной контратаке. Даже не на власть, не на политику, а на все, что считал фальшивым. Он воевал с каждым, кто, по его мнению, ушел в компромисс, продался и сыграл в чужую игру. Вот опять же мне Семеляк задал вопрос, могли бы вы быть как Sex Pistols? Нет, не могли. Нужно давать интервью, нужно участвовать в ток-шоу, появляться на телевидении, где-то какие-то клипы снимать, где-то это не хочу. Мне нравится, например, делать то, что мне нравится. И да, временами это звучало как ворчание одинокого радикала, но чаще как диагноз эпохи. Потому, что в этом мире, где все старались быть понятыми и принятыми, Летов продолжал идти с табличкой «Против всех», с кассетником в одной руке и с гитарой в другой. И знаете, каким бы он ни был, без него наш рок был бы просто скучной парадной зоной, без шансов на какую-то искру. Номер 8. А теперь сенсация. Гражданская оборона — это отцы русского рэпа. Да-да, не рока, рэпа. Особую благодарность за полное раскрытие этой темы хотелось бы выразить пастору Стасу с канала Литрок, который снял целое видео на тему с разбором большинства отсылок и упоминаний цитат Егора у современных рэперов. Ссылочка на полное видео, естественно, будет в описании.
Так вот, звучит это все как заголовок из желтой прессы или какой-то заблеванной фанатской газеты. Но чем больше вглядываешься, тем очевидней. Егор Летов действительно стоял у истоков современного русского рэпа. Только сам об этом он, возможно, даже и не подозревал. В его текстах была та самая урбанистическая поэзия, злость на систему, резкий слог, рваный ритм и полное отсутствие цензуры. Все то, что спустя десятилетия стало каноном у настоящих андеграундных, а позже и не андеграундных рэперов. Пока в начале нулевых одни рэперы сочиняли гимны дворовой романтики, а другие рифмовали про шмот и скиллы, Летов уже давно разносил на цитаты государство, религию и внутреннюю обреченность. Его стихи были настолько прямыми, что никакой бэкграунд не требовался. Они били в череп сразу и без компромиссов. И что интересно, это вдохновило не только панков и неформалов, но и будущих рэп-икон. От славы КПСС и Хаски до иноагентов ATL, Оксимирона и прочих. Кто-то вставлял цитаты Летова прямо в треки, кто-то строил на его духе альбомы, а кто-то посвящал ему целые композиции. Оксимирон взял из Летова не просто строчки, а полные философские конструкции, привычки рифмовать на аббревиатуры и, конечно же, цитаты из его песен. У Славы КПСС целый трек называется «Егор Летов», и там он прямо читает всем известные слова «Русское поле экспериментов». Не говоря уж о том, что в продолжении там есть повторяющаяся 368 раз строчка «Я Егор Летов». Цитаты высказываний Летова в своих интервью у Славы тоже присутствуют. И еще много и много чего. В общем, Слава молодец. Частые упоминания Летова в строчках батл-рэперов конца 2010-х, бесконечное количество цитат в треках разных рэп-кумиров, множество упоминаний о том, что Летов повлиял на становление их как артистов. Куплеты Егора были кричащими, грязными, полными боли и внутреннего бунта. Все, что сегодня называют настоящим true рэпом. Так что если посмотреть на карту влияний, то у истока современного русского рэпа с гитарой в одной руке, с диктофоном в другой сидит человек в потрепанной шапке родом из Омска. В связи с этим, дорогой молодой рэпер, если ты нас слышишь и думаешь, что твоими отцами в индустрии были Слава и Окси, а дедами Bad Balance, Дельфин или Баста, мы просто включим тебе русское поле экспериментов и скажем: сынок, это был твой прадед. И еще, чисто от себя хотелось бы добавить, как хорошо, что влияние Летова на современный рэп оказалось настолько значимым, что мы начали слышать в треках цитаты из Летова и про Летова. Вместо крутых, конечно, но мало интересных речей о тачках и сиськах. Номер 9. Необычный крест на могиле. Похоронен Егор тоже абсолютно по-своему. Когда Егор Летов ушел из жизни в феврале 2008 года, многие просто в это не поверили. Ну как это? Летов умер? Он же вечный. То голос на кассете, то хрип из колонок, то шумный силуэт на сцене, и вдруг тишина. Ему было всего 43. Он недавно отыграл концерты, собирался писать музыку, а потом сердце. Все как-то слишком буднично для человека, который превратил свою жизнь в артхаусный марафон из протеста, поэзии и спирта. Говорят, что в последние годы Летов злоупотреблял алкоголем. Как будто в его случае можно было бы употреблять немножко аккуратнее, да? Похоронили Егора в Омске, рядом с матерью и бабушкой на Старовосточном кладбище. Но даже здесь, в самой финальной точке своего маршрута, он умудрился остаться Летовым до конца. Крест на его могиле не стандартный, не золоченый, не мраморный, а иерусалимский, тот самый, который он называл вселенским. Это символ древних христиан, катакомбной веры, чего-то подземного, подпольного, как и все творчество обороны. Он подчеркивал, что этот крест объединяет все христианские церкви, но сам к религии относился, как к компромиссу, на который он был не готов. Это был не жест веры, а скорее жест уважения к идее чего-то большего, чем просто догма.
И, конечно же, на памятнике нет его фотографии. Нет бронзового бюста, ни гранитного портрета с гитарой, просто потому, что Егор Летов, каким бы культовым ни стал, терпеть не мог культ личности. Он и при жизни-то ненавидел, когда из него делали икону. А после смерти, судя по всему, все предусмотрел заранее. Могила как последний панк-альбом. Все честно, без глянца и только для тех, кто действительно понимает. Номер 10. Летов и котики. Завершим, пожалуй, на чем-то милом. Егор Летов – это человек, воспевавший апатию, безысходность, социалку и хаос, но при этом трепетно любивший котиков. Вот такой он был сибирский панк. Мог в одном предложении разнести государство, религию и шоу-бизнес, а во втором – сюсюкаться с пушистым комочком, шепча ему что-то антиавторитарное на ухо. Летов обожал кошек. Не просто как милых зверушек, а как существ с характером. Непредсказуемых, независимых и свободных. По его словам, именно в этом была их главная схожесть с ним самим. Ну а еще Летов разводил кактусы. Много кактусов, целую армию кактусов. Видимо, в доме Летова можно было не только записать альбом, но и случайно сесть на иглу. В прямом ботаническом смысле этого слова. Но если с котами и кактусами у Летова были исключительно нежные отношения, то со свиньями не всегда. Точнее, даже с одним свином. Звали его Андрей Панов, он же Свин, фронтмен автоматических удовлетворителей или группы АУ. Там была явно не любовь с первого аккорда, как говорится. Мы слышали, что Летов не скупился на выражение в адрес Панова. И вроде как из-за слуха, что тот однажды на сцене якобы убил котенка ради эпатажа. Но это жесть вообще. Было ли это на самом деле, никто не знает. Но если учесть любовь Летова к кошкам, он мог воспринять даже слух всерьез. А для человека, у которого кот – это почти боевой соратник, такое обвинение равносильно государственной измене. Панов, к слову, отвечал по-свински интеллигентно. Мол, гражданская оборона – это и есть настоящий панк. Он там все крушит, борется, страдает, а я веселый добряк с гитарой. Такой вот баланс внутри души русского рока. Слева Егор, справа кот. Один орет в микрофон, другой мурлычет, но оба часть одной легенды. Так что заканчивать рассказ о Летове хочется именно этим образом. Сидит Егор в квартире среди кактусов с котом на плече и думает, кого бы сегодня культурно обматерить. И в этом вся суть. Резкий, колючий, но с душой и с котиками. Сегодня мы с вами вспомнили Егора Летова. Человек, который мог заорать в микрофон так, что у тебя пробегали мурашки, и при этом сажать кактусы, разговаривать с котиками и размышлять о Картасаре. Его тексты жгли не слабее, чем крепкий омский самогон, а влияние до сих пор ощущается и в панке, и, что на удивление, в рэпе, и вообще везде, где есть хотя бы намек на искренность. Он не просто орал в микрофон, он горел на сцене, горел на записях, горел в глазах тех, кто слушал. Летов давно ушел, но гражданская оборона осталась как память, как пощечина, как внутренняя кнопка тревоги, которая не дает забыть. Свобода – это не просто слово, это стиль жизни. Так что досматривай ролик, выключай и врубай «Все идет по плану». И рано или поздно действительно по плану все и пойдет. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. До следующих роликов. Монокаст был здесь. Пока!